Почти год назад я побывал в заброшенном доме стариков. Сегодня я вернулся сюда, чтобы посмотреть, что же здесь поменялось. Но оказалось, что я здесь не один. Приятного просмотра. Вот собака, и там, наверное, люди тоже еще есть. А в конце выпуска мы посетим заброшенную православную церковь, которая очень хорошо сохранилась. Всем привет! Примерно 10 месяцев назад я посетил заброшенный дом стариков, и место многим понравилось, и то видео стало очень популярным. Что ж, сегодня я решил вернуться сюда, как и говорил, 10 месяцев спустя. Посмотрим, что же здесь поменялось. Вход в погреб также остался закрытым, что и неудивительно, потому что здесь очень надежный замок. Замок висит, но дверь не закрыта. Прихожая. Все так же в паутине, и здесь давно никого не было. Но что интересно, трава возле дома покошенная. Кто-то присматривает за этим местом, поэтому, возможно, его и не разграбили. Что ж, там впереди была мастерская. И здесь практически все осталось так же. Рамки для пчеловодства. Когда я был здесь в прошлый раз, я не знал, что это такое. Но вы написали в комментарии мне, что это для пчел, для того, чтобы делать мед. Также различные предметы быта. Все также и осталось лежать. Это вот для того, чтобы обрабатывать землю, вероятно. Такой прибор. Печка развалившаяся. И красивый шкаф. Даже одежда до сих пор осталась. Теплые зимние валенки. И различные припасы. Чайник рижского производства. Разные предохранители, лампочки. Кофе. Но баночки пустые. Здесь находится кухня. Интересные предметы быта. Вот эта посудина тоже, я не знал, что это такое. Многие рассказали мне, что это утятница. Спасибо вам большое за то, что пишете комментарии, рассказываете про вещи, которые я нахожу в видео, и я узнаю много нового. Холодильник пустой. В прошлый раз, по-моему, тоже он был пуст. И стояла лишь вот эта банка
Непонятно с чем. То ли с грибами, то ли с огурцами, то ли еще с чем-то маринованным. И вот такая вот мясорубка тоже. По-моему, немецкого производства. Надежная вещь. Вот так вот паук сплел паутину, и побелка падает прямо на паутину. Здесь кладовочка. Интересно, что не забрали вот эту вот кастрюлю на металл или для хозяйства. Ну, как я и говорил, я так думаю, что присматривают за этим домом люди, поэтому его не грабят так в наглую. Мародеры, вандалы. Часы интересные. Кухня. Как мне кажется, на кухне вообще ничего не поменялось. Также висит одежда. И лежат кое-какие припасы оставшиеся. Чайные заварки. Различные моющие средства. Календарь за 2011 год. Такой вот радиоприемник. Не помню, показывал ли я вам его. Ну, уже тоже относительно современный. Никакой не антиквариат. Это, честно, не пойму, что. Какой-то тоже прибор. Может, миксер. Посуда интересная. Конечно, грустно действительно видеть такие дома. Вот эти все вещи лежат, людей нету. Понимаешь, что когда-то жизнь кипела. Сейчас это все стоит брошенным. Никому не нужным. И что вот так вот в один миг человеческая жизнь может оборваться. И все может остановиться. Здесь всякий мусор в основном. Различные приборы быта. А вот здесь ванная. Туалет такой вот сельского типа. И, собственно, стиральная машина-малютка, про которую тоже многие мне написали в комментарии. Здесь даже на ней написано «Малютка 2». Тогда я не знал, что это стиральная машина. А это действительно очень интересная вещь. Даже вот кто-то оставил одежду в ней прямо лежать. Интересно было бы посмотреть на нее в действии, как она стирает одежду. Проход на второй этаж. Что мне кажется, то что стало больше грязи, паутины за это время.
Но второй этаж, насколько я помню, был довольно пуст. Что интересно, до сих пор стоит батарея. Вот это вот. И никто ее так и не унес. Строительные материалы лежат. Многие люди писали, что дом не заброшенный, здесь хотят делать ремонт. К сожалению, эти материалы как лежали здесь год назад, так лежат и сейчас под слоем пыли. И здесь жить и делать ремонт, к сожалению, никто не собирается. Ну а там, в принципе, уже ничего интересного на чердаке и не было. Но самое интересное было вот в этих двух комнатах. Кто-то здесь рылся, раскидал все. Честно, не помню, было уже это, нет. Одежда также лежит в шкафу. Шляпа различная. И одежда, которая когда-то была очень дорогой и стильной. Лает собака на улице. Похоже, кто-то сюда пришел. Вот собака, и там, наверное, люди тоже еще есть. Не, рейнис был. Ну, как я понимаю, там старики жили, пара стариков, Да. по-моему. Да. Ага. И как давно они умерли, получается? Ой, давно уже старик умер. 5 назад Потом, точно. Может, и сколько? больше 5 лет назад. А потом после его жил этот Артур. Теперь он умер, тоже остался дома. Мгм. А внуки вот не хотят приехать там это... Внуки не приезжают, дом там восстановить. Внук-то есть у него? Ага. Мартис. А что мне рассказать? Все, что знаешь. Ну, Он ясно. мне дал и разрешил сюда этот погреб. Ага. Ну ладно, спасибо вам большое. Если хочешь для своего блога, поснимай погреб. А, погреб можно тоже зайти посмотреть? Если... Да, такое интересно могло быть очень. Знаю, потому что блогеров смотрю часто. Везде, в основном российских. Да. О, это у вас тут хранятся маринады Тем всякие, более, да? этот погреб тоже старый. Ну да. Картошка, Здесь запасы картошка, такие. Да, такие запасы продовольствия, это сейчас, конечно, круто. Не снимай. Что снимать? Что, тебе жалко, что ли? Конечно, надо же деньги платить за это. Да ладно, угомонись. Блогеров надо поддерживать. А это картошка такая? Нет, Какая? это свекла. А, Крупная. свекла. Ну ладно, спасибо. Фух, собственно, разрешили мне немножко поснимать. Рассказали эти люди то, что они знают хозяина. И то, что они пользуются погребом на этой территории, им разрешил хозяин. А вот и та самая интересная комната. Также лежат лекарства, мерять давление, прибор. Календарь за 2013 год.
фотографии, скорее всего, людей, которые здесь жили. Книжки. Книжки, опять же, в основном на латышском языке. Ну, как мне сказали, эти люди, которых я встретил, у этих стариков был сын, его зовут Марцис. И, скорее всего, судя по имени, он латыш. Чемодан. Ой, там одежда какая-то. Еще такая сумка одна лежит. Закрытая. Счеты. Различные рецепты на лекарства. Остатки шашек и шахмат. Кассеты. Здесь кассет достаточно много. Рождественская кассета. Кассета про Янову ночь. Еще какие-то произведения. Все так же осталось. Телевизор стоит на шкафу. Чемодан. Комод с различными лекарствами, по-моему. Даже вот запах сохранился. Сложно передать словами, но вот запах пожилых людей, которые здесь жили. О, это еще одни шашки. А в шкафу висит одежда также. Утюг на столе стоит. Кошелек вот этот. По-моему, тогда он уже тоже здесь лежал. Фотография, вот на самом деле не помню, прятал я за собой или нет. Что интересно еще заметил, пропали батареи отсюда. Батареи металлические спилены. И на столе лежит вот такой вот диск от пилы. Кто-то сюда пришел и снял батареи. Трюмо, насколько я понимаю. Здесь пусто. Посуда. Опять же, различные интересные рюмочки, бокальчики, тарелки. Тарелки рижского производства. Ну, а здесь шкафы полные одежды. И кто-то здесь явно очень хорошо рылся и искал что-то ценное. Думал, что люди спрятали в одежде. Наверное. Это у нас для фотографий альбомы, но пустые. Здесь различные вещи. И здесь снова одежда. И здесь тоже, в принципе, это что ли для спины такое, поддерживать спину, чтобы была прямая для пожилых людей? Не пойму. Корсет, что ли? Фотографии также здесь остались. Странно, почему хозяин их не забрал. Вот это действительно странно, но это же память. Фотографии я уже показывал в прошлый раз.
Не вижу даже смысла показывать этот дом еще раз. Также подробно, кто захочет. В подсказках и в описании этого видео будет ссылка на мое прошлое видео отсюда, и вы сможете перейти и посмотреть. В общем, ушли вроде бы уже эти люди. Толком я не понял, разрешили они мне поснимать или нет. Но вроде бы они не были против. Я пошел дальше снимать в дом. Надо за собой закрыть как-то хорошо эту дверь. Вот, раз. Так. И... такую дверь закрыть это не так-то просто. Многие подписчики интересуются, куда пропала Алиса. Давно не было ее на канале. Всем привет, я никуда не пропала, мы продолжаем также вместе ездить. А чем занимаешься в последнее время? Творчеством каким? Да, творчеством. Снимаю канал, который называется «Не такой, как все». И что там можно увидеть? А я не скажу. Заходите и сами все узнаете. Катаясь по латвийским деревням, нашел интересное место. Заброшенная церковь, которая на самом деле не совсем заброшенная. Церковь православная. Крест такой стоит. Икона Бога. Еще различные иконы святых. Божья Матерь. Здесь даже лежат молебны, церковные записки, панихида даже лежит. Вот это, я так понимаю, баночка. Да, баночка для пожертвований. У меня было, по-моему, даже пару монеток в кармане. Положу. Отче наш. Молитва Отче наш. И книжка Библия. На латышском языке здесь все молитвы записаны. Так. Здесь надпись «Святая вода». Можете использовать. А еще различная литература церковная. Еще книжки на русском. Книжка «Новый Завет». Но, судя по пыли, эти книжки давно никто не трогал. Здесь различные вещи. Даже не хочется особо тут рыться, потому что все так красиво сделано, культурно. Видно, что люди относятся с уважением. Здесь вот кто-то даже написал что-то такое. Спасибо, дорогие, что поддерживаете жизнь в доме Бога. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. На латышском языке написали. Цветы даже кто-то оставил. А здесь в песчаную подставку ставят свечки.
Жалко, что нету свечек у меня с собой. Еще икона Господа Бога. Иоанн помер. Я на самом деле сам тоже православный. Поэтому очень приятно побывать в православной церкви. Хотя, на самом деле, все церкви — это дом Бога, и все они хороши и благодатны. Крестики. Икона на такой подставке. И еще для свечек подсвечник из песка. Здесь, видимо, когда-то батюшка ставил на такую красивую подставку Библию и читал молитву на всю церковь. Черно-белая фотография этой церкви. Когда-то она так выглядела. Вот это вот, я так понимаю, уже алтарь. И здесь стоит такой большой деревянный крест православный. И еще второй крест. Напишу небольшую записку. Действительно очень здорово, что люди сохранили этот храм. Несмотря на то, что он заброшенный, здесь очень чисто, ухоженно. Сюда приходят и за всем этим следят. Попробуем подняться наверх, посмотреть, как выглядит церковь сверху. Еще одну нашел такую лестницу. Сейчас попробуем подняться на колокольню и посмотреть на колокол. Но на колокол я попасть не смогу, потому что тут, вероятно, закрыто, да, на замок закрыто, по-моему, люк. А ломать тут ничего не хочется, потому что это и церковь, и следят за этим местом люди. А вот и тот самый колокол, к которому я хотел подняться. Но он за закрытым люком. Не знаю почему. Возможно, люди боятся, что кто-то его украдет. Потому что он из металла, и он много весит. И поэтому закрыли проход к нему.